Всем привет, друзья! И как всегда я с вами иду за покупками с велосипедом, с электровелосипедом. В общем, оставила я велосипед у техника, который ремонтирует, точнее. Вот, потому что уже говорила, что есть проблема какая-то, он у меня замыкает. Сейчас иду пешочком, как раз вам сниму улочки турецкие. Если честно, и так планировала оставить где-то велосипед и вот так вот пешочком пройтись. Почему? Я сейчас иду на поиски лабубу, который у меня дочка попросила. То есть у меня дочка попросила не обычный лабубу, а лабубу с зонтиком. Я уже все сайты перерыла. А сынок попросил обычный кубик-рубик. Надеюсь, они не услышат вот этот мой ролик. Буду идти сейчас и записывать красоты Турции. Смотрите. Мандаринки, апельсинки на деревьях. И самое главное, что пахнет везде цитрусовыми. Прям вот идешь и обалденно пахнет. Скидка в Адидасе, кстати. Ну, а вы меня уже видели. Вот так вот. Это я просто застегнулась, когда на велосипеде ехала. Вот так вот футболочку внутри и такую небольшую легкую курточку. Кстати, мне потеплее курточку надо взять, а эту курточку я так вот, знаете, туда-сюда купила межсезонье такое, чтобы как раз вот сейчас вот такая курточка самое то здесь. Смотрите, клубника 150 лир за упаковку. В магазин зашла. Смотрите, какая красота под Новый год. Так, смотрите, вот здесь вот у кого дети просят, вот такие вот лабубушки есть, но они без зонтика. Мне с зонтиком прям дочка попросила. Вообще в этом магазине много красивого для Нового года. Депо называется магазинчик. Вообще я бы, конечно, по магазинчикам прогулялась бы сейчас вместе с вами, но у меня всего лишь 4 часа времени. Потом надо опять забирать идти детей. Они очень так вот мало учатся. При этом еще я всегда им кушать кладу что-то, вы сами знаете, да? Вот. И хватает времени только на них. А на все остальное всегда мало времени. Сейчас зайду вот в этот магазинчик игрушек. И посмотрим там. В магазине игрушек нету, короче, лабубу иду дальше. Ну, если даже в магазине игрушек нету, я не знаю, как мне дальше найти, где искать. Вот так вот будем ходить вместе с вами сейчас. Пройдемся по магазинам. Возвращаясь на тему, что времени не хватает, реально не хватает вообще ни на вас, ни на себя. Только на детей, семью, атами. Да, кто на канале впервые, я еще занимаюсь атами. И поэтому, кому интересно, переходите по ссылкам. Дошла, короче, до центра Селивке примерно. Здесь вот все со связью, симки, мобильная связь, все здесь. Здесь напротив стоматология. Немножко по ходу вас ориентирую с этим городом, потому что меня смотрят не только обычные люди там из России, хотя все люди, ну, как бы обычные, я не в этом плане, но в плане того, что кто-то смотрит из своей страны, а кто-то вот сюда приезжает тоже на работу и смотрит меня. Или для тех, кто намеревается сюда приехать на работу. Вот. Потому что когда я искала, еще сколько, 2 года назад сюда, когда мы ехали из Газипаши, кстати, мы в Газипаши жили сначала 1,5 года, потом сюда переехали. Я долго искала, нашла один всего лишь канал, но, если честно, они жили там в Атакенте, и ничего интересного я для себя там не нашла на этом канале. Вот. Где что находится, даже и не поняла, как город Селивке выглядит. Продолжая тему Нового года, в общем, у меня дочка где-то здесь увидела этот лабубу на улице. Вот. Я сейчас не помню такого.
Вот. И она, короче, говорит, хочу. И написали они письмо Деду Морозу. Обычно подарок Деду Морозу мы оставляем под елкой. Смотрите, какие лабубушки тут. Но это не то. Вот давно хочу попробовать кестане. Как он? Орех этот. Очень, говорят, вкусный. Каштан называется. Я еще забежала сейчас в Вайкики. Давно хотела себе найти брюки теплые. Я как бы купила такие вот парочку, но они без начеса. Просто как бы теплые, хэбэшные. А теперь я хочу себе прям с начесом таким. Ищу, короче, чтобы прям в сильную зиму носить. Но холодная зима для нас тут это около 4 градусов ночью, днем 10 градусов. Это бывает не так часто, только часто бывает всегда 15-20 градусов. Что-то иду, ничего не могу найти, у меня уже сомнения закрылись, как будто бы я и не найду уже эти лабубу. Где-то вот здесь вот, может быть, она говорила где-то возле орехов, но, увы и ах, ничего не вижу. Сколько уже иду, уже на вторую сторону перешла. В общем, друзья, нету ничего. Но что поделать? Придется самой что-то смастерить, купить как-то и прибамбасить, наверное. Или я не знаю, что делать. Как вы считаете в этой ситуации? Вот. В этот раз мы, кстати, решили, чтобы пришли это с организацией мужа. Напоминаю, кто на канале впервые, работает он на атомной станции Аккую. И там от организации все это организовывают бесплатно. Смотрите, какая красота. Цветы. Кстати, каштан, смотрите, 300 лир за килограмм. 3,5 года жизни в Турции. Ни разу не пробовала, представляете? А все потому, что у меня муж говорит, не надо, зачем это, оно невкусное, и вообще от него может стать плохо. Bıçak keseceksin. Bıçak keseceğim, tamam. Ondan sonra kestiklerini, yiyeceğin kadarını 20 dakika veyahut da yarım saat suda bekleteceksin. 20 dakika suda. Yes. Soğuk mu? Normal yani. Sıcak olmasına gerek yok. Tamam, tamam. Ondan sonra ıslandıktan sonra ıslanan kestaneleri tavada veyahut da fırında veyahut da sobada. Sobada. Kaç dakika? Onu bilmiyorum. Onu göz kararı. Tadına bakarsın. Ha, O göz kararı yapabilirsin. O yüzden az al. tamam. Yapabilirsen çok alırsın. 10 dakika mı, 5 dakika mı? Bilmiyorum. Tamam. Anneme sorayım. Tuz hiçbir şey Yok, hiçbir gerek şey değil. yapmıyorsun. Hiçbir şey Tamam. yapmıyorsun. Keseceksin. Suda bekleteceksin. Tamam. Tavada veyahut da fırında yiyeceksin. Kisirge nasıl kesmek? Şöyle veyahut da şu bombeli yerinden şöyle. Sadece ikiye yarım mı? Çok Yok az. mu? Şöyle kesik. Sadece Bak, kesik, biraz- tamam. Bak bunun gibi. Fıç. Tamam. Kessin, anladın mı? Tamam. Biraz açılsın şöyle yandan yeterli. Tamam. Çok değil. Tamam. Biraz. Ve çok vermeyeceğim zaten. Az vereceğim. Решила купить. Так, вот здесь вот всякие игрушки. Ну, такого ничего не вижу. Ну, а я сейчас пойду за очень вкусным донором, который очень похож на шаурму, без картошки. Ненавижу донор с картошкой. Вот такие вот горлицы здесь живут. По типу наших голубей, но они по-другому курлыкают. И вот здесь вот, кто здесь живет, кто в курсе, здесь вот у моста всегда очень вкусно пахнет. Так, что-то... А, да, вот. Вот написано вот этот вот голд, да, донор. Здесь очень вкусные шаурмешки продают. Зашла сюда, вот сейчас вот будут готовить. Называется нормаль донор, то есть здесь есть разные доноры. Здесь есть и обычные, как они вот любят готовят обычно, но нормаль донор, он как раз без картошки. Вот куриный донор, даже вот по-русски написано. Возврат услуг, сервис донор. Ой, неправильно написали, представляете? Донор-кебаб с рисом.
Зурна Кашар написано. Антакия. Короче, написали возврат услуг. Это вообще неправильно, конечно. У них, ну ладно, что, люди не знают русский язык. И что хочу сказать. В общем, дома ничего не приготовила. Ну как, есть покушать что, но, как сказать, вот бывает же вчерашнее. Вчерашнее уже и есть не хочется, но и сейчас очень много дел. Я понимаю, что сейчас дети придут, скажут, я хочу кушать. Короче, взяла себе одну и им одну. Остальное будет двум моим большим мужчинам. Старший сын у меня в 11 классе учится. Он как раз после школы придет кушать, захочет. Там у него есть как раз для него еда. И старший муж, точнее муж, он придет с работы, ему тоже есть. А вот для нас что-то такое. Еще всегда мужа и старшего сына кормят в школе и на работе, а нас нет. Так что вот так вот расходить куда-то хочется. В общем, хочется иногда вот какой-то другой кухни попробовать. Вот бывает, наверное, у многих женщин, хозяюшек, которые готовят дома, готовят и своя вот эта стряпня уже настолько надоела. Я иногда говорю, вот мужу, своди меня в какое-нибудь кафе или в ресторан. Я говорю, хочу что-то другое. Надоело, говорю, моя стряпня. Вот, поэтому вот так вот хожу иногда, захожу. Вообще хорошо, что я удаленно работаю. Для тех, кто на канале впервые, я работаю в Атоме. Я распространяю, как бы, консультирую людей, распространяю интернет-магазин Атом. Это корейский магазин интернет. И за это получаю процент. Не продаю, а регистрирую и консультирую, и знакомлю с продуктом. У меня есть продуктовый чат, у меня есть партнеры из разных стран, которые то же самое делают, как и я. Я их обучаю. И то же самое, что и я сама делаю, также от них такие же проценты я имею. То есть, если даже они тоже кого-то приводят, и с этих людей я тоже имею. Поэтому здесь так очень выгодно работать, мне это нравится. Ну и другую работу я себе не могу позволить, потому что вот так вот дома очень много дел. С детьми надо заниматься, они у нас первоклассники, пошли в Турции первый класс. 6 лет здесь 12 классов, но с 6 лет. 4 класс тоже есть. У нас же получается с 7 лет 11 классов. Вот. Но здесь, знаете, какая система? Здесь больше детей как-то вот постепенно учат. Первые 4 класса это больше как даже садик. Они в день учат одну букву, но уроков задают очень много. Наши дети очень активные, очень умные, поэтому их вот пригласили. 25 числа будет экзамен. СУНАФ называется. И они будут там участвовать. Самое интересное, что и Алмаза, и дочку, оказывается, тоже выбрали. Мне дали такой листок. И одна учительница, и вторая учительница дала. И вот я одна поеду с ними на экзамен. Ну, как экзамен. Им дадут такую интерактивную, как планшет. И они там будут быстренько проходить тест. Вот. Уже мне почти доготовили один донор. Вот. Вчера, кстати, в садике тоже. В садике был праздник 16-го. Как сказать, не сельскохозяйственный праздник, а вот праздник овощей, фруктов и орехов. Как-то вот так, в общем. Пришлось снести орехи, фрукты. Очень быстро приготовили, я даже поболтать не успела. 220 лир. Кому надо, вот телефон. Напротив, вот здесь вот детская площадка, здесь вот мост. И вот рядом еще детский магазинчик с одеждой. Кому интересно, вот здесь вот мне нравится, Нормаль Донор называется. И вот здесь вот стоматология напротив. Кто знает, центральная стоматология, сливки Аусведиш
Хастанесе, вот тут. Ну что, я даже вот реально не успела с вами поболтать. А тем временем уже время движется вперед. Уже 4. 5 мне надо забирать детей, поэтому вот вообще как бы не могу, ничего не успеваю. Но вот Atomy дает возможность мне все-таки зарабатывать. И это идеально. Вообще как бы я не знала про Atomy, но я искала какую-то удаленную работу всегда, чтобы быть с детьми и как-то немножко подзарабатывать. Я думала, немножко я буду зарабатывать удаленно. Но когда я нашла Atomy, я понимала, что здесь можно не только немножко, здесь можно очень много зарабатывать. И все зависит только от меня лично. Вот, поэтому все официально я удаленно все оформила через налоговую. Ничего сложного нет. Кстати, вот этот магазин тоже мне нравится. Сейчас зайду здесь, посмотрю быстренько брючки. Здесь не такие прям качественные вещи, но они недорогие. И больше синтетики. Я уже качественные ХБшные себе набрала. Вот хочу именно такие синтетические толстые брюки себе. Вот, поэтому быстренько посмотрю. Так, вот смотрите, прям сходу сразу нашла теплые. Цвет очень красивый. Смотрите. И они теплые. Вот такие вот прям с начесом, как я хочу. И знаете, сколько стоит? Не поверите. 349 лир стоит. Вот у меня, короче, вот такие вот на себе были, на мне. Я их уже давно ношу, тоже, видите, синтетика, но уже такие старенькие. А эти вот как раз прям идеально. И еще одни взяла вот такие. Сейчас померяю. Так, и вот такие вот 350 лир тоже на резинке. Единственное, смущает цвет синий. Ну вот, считай, купила себе брючки дополнительно. И еще уже время натикало. Еще быстрее надо идти домой, в сторону дома. Так что, наверное, уже пойду. Заберу велосипед и поеду за детьми в сторону дома. Донор купила, брючки купила, лабубу не купила. Вот такая вот вылазка получилась сегодня. Но я думаю, еще это не последняя вылазка. Я еще с вами выйду. А вот здесь вот сейчас кафешечку одну покажу. Дамаг Донор называется. Тоже хочу попробовать здесь вот донор купить. Еще ни разу не пробовала. Кто пробовал, расскажите. И, друзья, очередная вылазка в магазин за подарками с мужем. Находимся в Мадам Коко. Уже весь Селевке прошли, нигде не можем найти. Зато смотрите, какую нужную вещь нашла для бутылочек детских. Очень нужная вещь. И, в общем, решили мы уже не париться. Все закажем, скорее всего. Все подарки на Трендиоле, потому что так не найти. Ну, а зонтик я, наверное, уже сама какой-нибудь сооружу. Потому что нигде, увы и ах, нет. Еще взяла вот такой вот себе ножик для хлеба. А то у нас не было. Вот, сейчас пойдем снова в рыбный магазин. Сегодня, кстати, у нас воскресенье. Следующие выходные у нас мы уезжаем отдыхать, поэтому, ну, встречать Новый год, можно сказать, такое предпраздничное настроение себе придумали. Поэтому сейчас надо многое купить. Приехали на рыбный рынок. В общем, я решила селедку засолить. Я у подружки узнала, что здесь, оказывается, она продается в Биме, но в замороженном виде. Называется ринга. Вот я думаю, может быть, она здесь есть. Короче, зашла уточнить. Наивная. Говорят, что нет, конечно, но мало ли, уточню. Так, а если не найдем, то пойдем. Привет, добрый день. Здравствуйте. Ринга. Варма ринга. Sardin. Sardin değil, ringa. Aynı. Başka yok. Ringa'ya en yakın o. Вот эти тоже А ринга burada Yok. yok. Bu model aynı.
Говорят, что вот только сардалья, вот типа ринга нету. Возможно, говорит, за границей приходит. Ага, там он свежие. Вот. Ну, тогда будем брать в Биме. Короче, взяли мы кефаль. В общем, так просто пожарить. Говорят, кефаль тоже, оказывается, очень вкусно. Мы еще не пробовали ни разу. Она очень дешевая, вот такая вот, 200 стоит, 250. У меня тоже вот вчера подружка сказала, что брала, говорит, удивилась, что настолько вкусно. Говорит, там, говорит, даже красная рыба отдыхает по сравнению со вкусом, говорит, этой рыбки. Поэтому мы решили попробовать. Вот. А за селедкой я пойду уж в Бим. Возьму замороженное и засолю. Смотрите. А это, кстати, угорь. Елан бала. Вот это вот. Смотри, залезла. Считай, 2 машины набитые. 2 велосипеда, короче. Вот, набили. Сейчас в Мигрос зайдем. Еще туда. За... Чем мы заходим сюда? За манго пришли. Сколько стоит? 59 лир манго стоит. Не разобрали. Класс. 100 лет не было в А101. Решила зайти сейчас в А101. Немножко прикупить, опять-таки, продуктов для Нового года. Фруктов здесь очень много. Кстати, вот кто какой салат делает, и сегодня очень много рецептов в Инстаграме нашла. И думаю, сейчас как раз вот парочку гранатов мне не помешает. Хотя бы даже, чтобы в холодильнике лежало, 79 за килограмм сейчас здесь в Турции. Свежие этого года. Вот, когда проверяете гранат, надо вот так вот нажимать. Чувствуете, если что. Так вот, как звук, что гранат такой продавливается, значит, он спелый. Вот, 2 граната возьму на всякий случай. Еще я там один рецепт карамелизированной груши увидела. Тоже хочу попробовать приготовить. Только там на конференции. А здесь груши такой нету. Здесь вот такая-то айва. Вот такая груша. Кстати, груша называется армут. За килограмм 99. Айва, кстати, тоже появилась. Айву я в плов добавляю. Узбекский. Так, вот, наверное, вот такую возьму. Тоже немножко попробую. Обычной жизни. Не на Новый год приготовить. Потом, если понравится, приготовлю на Новый год. Короче, с карамелизированной грушей. Салатик очень вкусный. Вот. Еще надо будет там сыр, кедровые орешки. В общем, может, кто-то слышал про такой салат. Так, еще мне нужен встреч-пленка. Вот она. 5 встреч. Фильм называется. 31 лира стоит. Так, также вот это вот сдала бы пошито. Это обычные пакеты салофановые. Так, фольга вот так называется, фольё. И если, например, кто ищет бумагу для запекания, то называется вот пищемекайды. Так, смотрите, пасты появились 35% с фундуком. Как раз на Новый год, наверное, возьму 199 лир. Возьму еще вот такое вот бездрожжевое тесто слоеное. Или это дрожжевое, непонятно. Да. Бездрожжевое тут написано. Будайна. Да. Вот такой вот. А вот это вот дрожжевое. Так. Сколько стоит? Что-то я тут не найду.
Ну, где-то, наверное, в районе 80 лир. В общем, еще это возьму. Так, и здесь больше ничего не буду брать. Кедровые орешки не нашла. И не нашла я тарталетки. Наверное, пока все. Чтобы было не совсем тяжело. Вот с такой покупочкой пойду сейчас домой. Ну что, друзья, вот так вот постоянно сейчас что-то покупаем. Готовимся к Новому году. Хочу сказать, что очень многое заказали на Трендиоле. Все посылочки буду немножко показывать и рассказывать. Вот. И у вас, наверное, то же самое сейчас происходит под Новый год. На улице, кстати, вот под Новый год вот такая вот погода. Тепло, 16 градусов. Вот. Но скоро мы отсюда уедем ближе к Анталии. Вот. Будет у нас такой вот праздник. Но там мы будем всего лишь 2-3 дня. 3 дня. И Новый год будем справлять, конечно же, дома. Поэтому вот закупаюсь домой продуктами. Еще хочу сказать пару слов по поводу рыбки. В общем, кефаль нам не понравилась. Она не такая жирная. Мы, оказывается, настолько уже привыкли к сибасу и дорадос. Это чупра и, как он называется здесь, леврек. Вот, что кефаль уже, ну, совсем не то. Мы здесь постоянно в Карфуре рыбку покупаем. И, ну, как бы, вот так вот, когда пробуешь другое, понимаешь, что, оказывается, мы уже зажрались чуток, вот. А по поводу селедки я не нашла ни в одном биме. Там чисто замороженная скумбрия была, тоже лосось. В общем, мы в итоге купили красную рыбку, лосось там же. Я уже не стала снимать. Просто чтобы красная была рыба еще и на Новый год. Хотя мы уже один раз и рыбу, и икру засолили. Можете посмотреть предыдущий ролик. Но мы еще решили в запас взять. И хорошо, что взяли, потому что вот как раз-таки в селедку под шубу у меня в этот раз пойдет. Хотя я делала уже селедку под шубу из красной рыбы. В общем, красная рыба пойдет в селедку под шубу в этот раз у нас. Вот, хотела поделиться. А так, я пробовала делать роллы. И сейчас столько рецептов на Новый год. Там всякие тортики, тарталетки с икрой, с рыбой, с морепродуктами, что ну, точно прям нужна красная рыба и икра. Вот, делала роллы. Очень много сейчас рецептов, очень классных, очень быстрых. Запеченные делала, обычные делала. И, наверное, в основном будет на столе у нас вот такие вот морепродукты в этот раз. Ну и, наверное, пару обычных салатиков. И то с красной рыбой. Как и говорила, к моему приходу уже 2 посылки. Сейчас откроем, посмотрим, что это. Ну, давайте я открою, покажу, что это. Похоже, в последние ролики буду об этом только и рассказывать, и показывать, что я заказываю. Посмотрим. Похоже, это игрушки. Как раз таки мы с Русланом заказали, и они уже так быстро пришли. Да, это кубик-рубик. Слушайте, так быстро. Вот вчера ходили с Русланом, он за них не нашел. Мы же как лабубу решили заказать, заказали в итоге. Вот, я уж все в одну кучу, в один ролик соединю. Вот такой вот в итоге кубик. Смотрите, это для Алмаза. Это его заказ. Вчера читали Hediyemizdir и Kupstanda hediyemizdir. İyi günlerde kullanın ürünü. Beğendiyseniz yorum yazmayı унutmayın. В общем, типа вот это вот в подарок, как будто бы дали. И у турков, вот, кстати, если вы что-то заказываете здесь в Турции, всегда какой-то, если праздник, они даже оформляют, если попросить. То есть настолько приятно. Иногда, ну как иногда, поначалу, когда мы только переехали, заказывали вещи, и
сюда кидали конфетки, кофе, пакетики. Мы всегда удивлялись, как так дополнительно подарочек положили. Милота, но приятно. Да, и как бы мелочь, но приятно. Ну что, ну а это лабубу. Сейчас буду мастерить дома зонтик. Решили мы так. Вчера вот мы, получается, ездили, купили еще коробочки. Очень много купили, помимо коробочек, разные там упаковочные материалы. Буду упаковывать еще. То есть подарки не только от нас, не только от Деда Мороза, но еще и от родственников. Поэтому их подарки буду упаковывать, буду писать, так как дети уже умеют читать. Вот. Буду еще и все это... Слушайте, а открыть нельзя. Я, знаете, что сделаю? Я вот отсюда открою, а потом заклею. Да. В общем, как будто бы реально с зонтиком шло. Вот. Ах ты ж. Еще и в пакетике. Смотрите. Ну, как тут зонтик пришпандорить? В общем, выкручиваемся из ситуации. Будем открывать, делать зонтик. В общем, взяли специально такие коробочки. Все буду вот так вот упаковывать. Ну, наверное, буду открывать. Жалко, но а что делать? Придется открыть. Скажем, что вот Дед Мороз решил открыть. Ой, какой красивый. Как раз она такого и хотела. Такой мягкий, такой классный. У них, кстати, уже есть по одному лабубу белого цвета с кока-колой. Не помню где. А это вообще такая миленькая. И вот придется сейчас еще зонтик сюда вот как-то приклеить, что как будто бы она с зонтиком идет. Такая милота. В общем, подарки есть. Буду упаковывать. Ну и покажу еще одну распаковочку с сатами, которую я делала. Ну и, наверное, этот ролик уже будет очень большой. Буду заканчивать. Не могу не поделиться. Вот такую вот красоту я смастерила сама. Вот так вот получилось у меня. Я думаю, наверное, даже коробку не буду засовывать, чтобы она не сломалась там. Вот старшему, точнее, младшему сыну сейчас сюда упакуем кубик Рубик. Старшему у нас вот такой вот красивый пакетик. Пришел только что с Найка. Это перчатки на зиму теплые, ну, спортивные. Вот, так что готовимся. И, как всегда, распаковочка, друзья. Так. Вот так вот закажешь, и даже не вспомнишь, что заказала. Сейчас, наверное, под Новый год у всех очень много всяких покупок, в том числе из интернет-магазина. И я не могу не поделиться своими покупочками. Накладная и упакована шикарно. Это у нас интернет-магазин Atomy, с которого я постоянно заказываю разные продукты. И все это приходит мне домой. Доставка бесплатная. И я кайфую от этих продуктов. Это у нас листовой порошок. 30 листов. Вы когда-нибудь пробовали листовой порошок? Вот так вот он выглядит. Ароматный. И это у нас пахнет жвачкой прям. Это у нас на 7 килограмм. Также вот такие вот чудеса. И у нас можно разделить этот порошок, то есть этот лист, на 2 стирки по 3 килограмма. Да, если у вас стирка небольшая, можно одну закинуть. Прям закидываете в барабан и... В общем, это использовать можно для у кого вот аллергия, да, он гипоаллергенный, для новорожденных, для детей, то есть у кого есть в семье дети, ну и вообще у кого чувствительная кожа. Я всегда использую этот порошок именно для того, чтобы постирать детские вещи и нижнее белье, которое прикасается к телу. Также постельное белье я стираю этим. Поэтому советую 30
листов стоит примерно как порошок на 30 стирок. Примерно точно так же, но все-таки Южная Корея качество выше, я считаю. И весит он всего лишь сколько? 150 грамм, 30 по 5 грамм. 150 грамм, такая легкая упаковка. Если вы возьмете на 30 грамм, на 30 стирок порошок, сколько будет он весить? Мне кажется, он будет точно не 150 грамм весить. Поэтому смотрите, пользуйтесь и обращайтесь. Что это у нас такое? Это у нас гель для душа, также для волос, как шампунь детский, можно использовать 2 в 1. Средство для новорожденных. Ну, конечно же, это у меня в подарок пойдет. Я собираюсь как раз в гости. У кого недавно родился малыш, и возьму такой вот подарок с собой. Также я себе заказала, наконец-то, на сайте появились тушь. Я заказала 2, тоже один на подарок, один себе. Тушь моя самая любимая, чем только не пользовалась, она самая лучшая. Щеточка идет для объема. Имейте в виду, если вот, например, я раньше пользовалась удлиняющей, и щеточка была там тонкая, а здесь все-таки для объема, и она идет потолще. Но чем понравилась, ну, конечно, она как не полностью широкая, да, то есть щеточка сначала узкая, а потом широкая идет. В принципе, и для любительниц удлинения тоже подойдет. В общем, чем она мне понравилась и чем она мне запомнилась? Она снимается чулочками. То есть нет вот этой вот неприятности, да, которая происходит после того, как мы смываем макияж. Нету эффект панды, и вот эти чулочки, они кусочками так снимаются легко. Даже просто вот теплой водой помыли лицо, при этом, если немножко потрогали реснички, уже чувствуете, что эти чулочки остаются на пальчиках. При этом она не смазывается, и даже если вот я частенько с этой тушью захожу в море, она не падает. То есть, если вы просто промочили и не трогаете глаза, она остается идеальным виде на глазах. Также у меня тонкие реснички, и эта щеточка, она очень хорошо отсоединяет. При этом прокрашиваю каждую ресничку, то есть не склеиваются ваши ресницы. И я-то в этом толк знаю, я бывший мастер по наращиванию ресниц. И очень долгое время я себе не могла найти тушь после того, как себе, естественно, я тоже наращивала ресницы всегда. Но прошли эти времена, сейчас это не особо актуально, да, ходить вот с такими вот нарощенными ресницами. И нужна какая-то тушь. Вот, кстати, вот эта тушь прям пришла мне как надо, да, то есть вовремя. Я ее нашла, и вот уже, наверное, месяца 3-4 на сайте не было ее. Я ее попробовала, и смотрю, уже на сайте нету, хотела еще купить. Так вот, она появилась, поэтому взяла сразу себе и на подарок. Очень классная тушь, тоже недорого стоит, около 1000 рублей. На турецком сайте 350, на российском сайте 1200 рублей. На турецком 350 лир, на российском 1200 рублей. И я считаю, что это недорого, так как определенно такая люксовая косметика, например, в магазинах как L'Etoile, Rive Gauche, стоит намного дороже. Поэтому эта тушь однозначно подойдет многим. Пробуйте. Кому надо, обращайтесь ко мне, я помогу заказать. Вот такая вот распаковочка сегодня у нас, предновогодняя, как всегда. И всем хочу пожелать в новом году счастья, радости, хороших, качественных покупок, подарков и мирного неба над головой всем хочу пожелать. Всем пока!